Аниме начинается с главного героя Широтамау, молодого человека, который предпочитает простые вещи и ненавидит сложности. Сегодня, возвращаясь домой, он нашел брошенного черного кота и решил взять его с собой, чтобы позаботиться о нем, так как ему показалось более проблематичным ничего не делать, а потом сожалеть. Однако, чего он не знал, так это того, что это решение навсегда изменит его жизнь. На следующее утро мы видим, что в классной комнате они распределяют задания для предстоящего фестиваля. Внезапно зеленоволосый парень по имени Сакуя Ватануки предлагает, чтобы Прота позаботился о костюмах. В этот момент темноволосый парень с добрым лицом по имени Коюки напоминает им, что они не могут продолжать перегружать Мау, потому что он отвечает за приготовление еды. Тем не менее, Сакуя настаивает на том, что Прота может позаботиться об этом. На самом деле Мау живет один и может справиться со всеми этими домашними делами. Вот почему он идеальный кандидат на эти незавершенные дела. Тем Прота выходит в зал и спрашивает своих товарищей, сколько времени им потребуется, чтобы распределить остальные обязанности. Затем он показывает своим товарищам несколько тестовых печений, чтобы они решили, какое из них будет продаваться на фестивале. Мы заметили, что все были в восторге от вкуса. Несмотря на то, что это простые печенья, они выглядят так, как будто их приготовил профессионал. Слушая его комплименты, Прота разъясняет ему, что простое всегда лучший вариант. Затем они возобновляют дискуссию о том, кто должен отвечать за починку костюмов для указанного фестиваля. Тогда Прота приходит к выводу, что идеальный человек должен уметь шить и иметь свободное время. Следовательно, тот, кто подходит для этой задачи, такой же. Все его товарищи отмечают, что Прота возьмет на себя самое хлопотное для фестиваля. Позже, когда Прота возвращается домой со своими друзьями, Хьюки спрашивает его, можно ли ему позаботиться о стольких вещах. Тогда Сакуя напоминает ему, что Майру всегда был таким, и что он всегда в конечном итоге берет на себя обязанности, которые никому не нужны. Поэтому Прота объясняет ему, что в конце концов кто-то должен это делать, и проблематично позволять другим ссориться из-за этого. Сакуя сразу же говорит ему, что как его друг детства, он может помочь ему с некоторыми вещами, однако Прота отвергает его, так как считает, что это было бы большим препятствием, чем он мог бы сделать. «Помогите». После этого ребята предлагают помочь ему всем, чем могут, хотя бы просто сделать покупки. Так что Прота задается вопросом, действительно ли это было бы полезно. Мальчики отвечают ему, что он очень жесток в том, что говорит, но что в любом случае он может рассчитывать на их помощь во всем, в чем ему нужно. Позже Сакуя говорит Проте, чтобы он был осторожен с магазином, который находится напротив станции, потому что ходят слухи, что в последние дни в этом районе появились вампиры, которые находили жертв со следами укусов на шее, у которых высосали всю кровь. Однако из-за того, что Сакуя всегда распространяет абсурдные слухи, ему никто не верит. Поэтому Прота решает не обращать внимания на то, что ему говорит его друг, и направляется к нему домой. Но когда он собирается подняться в свою квартиру, Секуру удивляется, что с кошкой, которую он спас накануне, все в порядке. Войдя в свою квартиру, он замечает, что телевизор в гостиной включен, и поэтому есть подозрение, что кто-то вошел, чтобы ограбить. В этот момент он видит, как беловолосый мальчик съедает всю свою еду, что приводит его в такую ярость, что он пытается ударить его дубинкой по голове. Метла. Тем не менее, мальчик быстрее уклоняется от него. Тогда незнакомец говорит Проте, что он действительно жестокий мальчик, что его так пугает, что он предпочитает не смотреть ему в глаза. Поэтому мальчик оборачивается, и Прота быстро решает нанести еще один удар, но натыкается на занавеску в гостиной, впуская солнечный свет. Внезапно беловолосый мальчик превращается в его темную кошку. Это пугает Прота, который спрашивает его, что он за существо. Тогда мальчик отвечает ему, что он просто добрый, одинокий вампир. Тут же Прота хватает его за одежду и говорит, что собирается выбросить его из окна. Однако мальчик держится изо всех сил и просит его не выбрасывать его на улицу, потому что, хотя он бессмертен, он умрет, если выйдет на солнце. Видя, что Прота не планирует с ним этого делать, говорит ему, что люди жестокие и бесчувственные существа. В этот момент Прота вспоминает, что сказал своему другу Сакуё, и спрашивает Куру, планирует ли он напасть на него и выпить его кровь. Тогда мальчик отвечает ему, что было бы проблематично сделать что-то подобное, и спрашивает его, говорили ли ему когда-нибудь, что он слишком самоуверен. Наконец, объясняет ему, что он должен просто дождаться наступления темноты, чтобы покинуть свой дом. Так что Проте единственное, что ему нужно сделать, это произнести свое имя, находясь в своем человеческом обличье, чтобы Прота сказал ему, что он не знает,
как его зовут, поскольку он думал, что он не знает, как его зовут, что он был просто котом, и поэтому я называю его Куро. При произнесении его имени вокруг запястья Праты образуется прозрачная цепочка, соединяющаяся с ожерельем на шее Куро. Тут мы замечаем смиренный взгляд Куро, который говорит ему, что он слишком глуп, чтобы быть нормальным человеком. Прата быстро хватает Куро за шею и требует, чтобы он объяснил, что только что произошло. Однако Куро настолько расстроен, что у него нет настроения что-либо говорить. По этому поступку Прата понимает, что Куро просто бездельник. После этого Куро объясняет ему, что он существо-вампир, который может пить кровь только своего хозяина, с которым он заключил договор. И даже если приказы мастеров вызывают проблемы, он должен их выполнять. Он также упоминает, что у него есть имя, но нет смысла говорить ему, какое оно есть. Затем он говорит ему, что то, что только что произошло, было временным контрактом, и что если он не выпьет его кровь в течение следующих 24 часов, контракт будет расторгнут. Услышав это, Прата считает, что лучший вариант — выгнать Куро из квартиры до истечения срока. Однако, когда он пытается уйти от него, на его запястье появляется цепь, которая не позволяет ему четко отделиться от Куро. Поэтому Куро объясняет ему, что до истечения срока они должны оставаться вместе. Из-за этого Прата тащит Куро обратно в квартиру и говорит ему, чтобы он перестал все ему портить. Так что Куро отвечает ему, что он растлитель милых животных, и что он хотел бы увидеть смущенное лицо своих родителей за то, что у них такой ребенок. В этот момент Куро понимает, что он не видел родителей Праты с тех пор, как был там, поэтому спрашивает его, где они. Тогда Прата говорит ему, что в детстве его мать погибла в дорожно-транспортном происшествии, следовательно, его дядя усыновил его. И если он этого не сделает, он умрет. Если бы не он, я бы не знал, что это было бы от него. Перед лицом этого Ку говорит ему, что теперь он понимает, что взял такого грязного кота, как он, и что он идиот из-за того, что такой. Поэтому Прата отвечает ему, что причина проблемы не в том, чтобы жаловаться. Он также говорит ему, что ему нужно уйти, но Куро отвечает ему, что он должен отменить свои планы, так как они не могут быть разделены большим расстоянием. Однако Прата не обращает внимания на то, что Куро ему говорит, и он тащит его с собой. Как только он встречает своих друзей, он рассказывает им, что кот, которого он держит в руках, на самом деле вампир. Видя, как он ведет себя таким образом, ребята спрашивают его, устал ли он от всей работы, которую он должен выполнить для упомянутого фестиваля. Но в то время он был очень общительным субъектом розоволосый, встает между ними под предлогом того, что собирается устроить волшебное шоу. Так что его друг Рюсей говорит мальчикам не обращать внимания на этого парня и идти своей дорогой. Увидев, что группа уходит с места происшествия, розоволосый субъект по имени Белки идет за ним и явно останавливает его. Там он просит его угадать, почему он его остановил, и, как можно предположить, он говорит ему, что это произошло потому, что он проигнорировал его. Затем он кусает Рюсея за шею и предупреждает всех присутствующих, чтобы никто не поворачивался к нему спиной таким образом. Из-за этой ситуации вся толпа убегает с места происшествия. Затем он видит того, кто говорит Протону, что ищет слугу Лени, которого он носит с собой, и предупреждает его, что ему лучше отдать его мирным путем, если он не хочет оказаться его другом. С другой стороны, мы видим, как Куро принимает человеческий облик и пинает Белкию в сторону магазина. Впоследствии Прата спрашивает Куро, что происходит. Однако Куро говорит ему, что нельзя терять времени, и они должны бежать оттуда как можно скорее. Из-за магии, которая их связывает, Прата оказывается втянутым Куро. Как только они достигают переулка Маху, он пытается образумить Куро и говорит ему, что он должен помогать другим, поскольку он единственный, кто может противостоять Белке. Иначе этот монстр прикончит всех, так что кто-то должен взять на себя ответственность. Однако Куро отвечает ему, что ему неприятно что-то делать, и к тому же у него недостаточно сил, чтобы с ним бороться. К тому же ему надоело, что все делают вид, что он ничего не может сделать, и он всегда ждет, когда кто-нибудь еще что-нибудь сделает, поскольку все так думают. Он тоже предпочитает подождать. Услышав это, Прата говорит Куру, что если он собирается так думать, ему лучше сбежать одному. Мы сразу видим, что Белкия вот-вот расправится с друзьями Праты, но в этот момент он набрасывается на Белкию. Наблюдая, как его мир медленно вращается вокруг него, вспоминает, что человечество всегда было таким. Они думают, что легче позволить кому-то другому сделать это, но мир остается благодаря тому, что кто-то всегда появляется. После этого мы видим, как Бекки вытаскивает свой меч, чтобы раз и навсегда покончить с Протой. Как вдруг Куро встает между ними и получает удар, который должен был быть направлен в его сторону. Майру. Этот поступок заставляет его вспомнить о том дне, когда его дядя спас его, и благодаря этому он смог двигаться дальше, осознавая, что теперь этим кем-то являются Эли Куро. Затем Прата засовывает свою руку в рот Куро, устанавливая официальный договор между ними обоими. Куро неохотно вынужден принять контракт и говорит Проте, что такие люди, как он, являются самыми проблемными. Мы, наконец, видим, что Махира, человек, который любит простые вещи и ненавидит неприятности, оказывается в сложной ситуации из-за кошки, которую он подобрал, чтобы избежать сожалений.
после чего Прата приказывает Куро покончить с Белкией. Следовательно, Куро предупреждает его, что отныне он его существо, и поэтому все, что он делает, ложится на него. После чего Куро стремительно бросается в атаку на Белкию, в результате чего он тяжело ранен одним ударом. Однако, когда Куро собирается покончить с собой, Прата хватает его за шею, чтобы помешать ему, поскольку видит, что там он больше не может сражаться. К тому же помни, что за любые дальнейшие действия он будет нести ответственность. Как только Белкия упадет на землю, он выходит из себя и предупреждает его, что даже если они победят его, на земле скоро воцарится от вампиров. После этого он видит того, кто превращается в тряпичную куклу. Тогда Прата поднимает его с пола и спрашивает Куро, перешел ли он уже к лучшей жизни. Тем не менее, Белкия удивляет Прата, разговаривая в своей кукольной форме, говорит ему, что он очевидно жив и в конце концов он тоже вампир. Поэтому Прата пользуется этим моментом, чтобы выведать у Белки информацию и спрашивает, почему он напал на Куро, если он один из них. Поэтому Белкия говорит ему, что он тоже кому-то служит, сервом по имени Тё Цубаки, который ненавидит бездельников, и именно поэтому он здесь. Охота на Куро. Куро тут же объясняет ему, что возможно он ошибся в личности, потому что он не знает никого с таким именем. Тогда Белкия говорит ему, что именно поэтому его хозяин хочет покончить с ним и со всеми людьми, которые его не узнают. Внезапно энергия Куро иссякает, и он падает на землю, в результате чего падает и кукла Белки. Увидев это, Прата удивляется и спрашивает его, что случилось. Тогда Куро отвечает ему, что он много занимался физическими упражнениями и уверен, что после этого его тело будет болеть. Услышав это, Прата рад, что Куро вернулся к нормальной жизни, так как это было страшно, когда он полностью преобразился. В этот момент Прата понимает, что у него тоже мало сил, и падает на землю рядом с ними. Позже мы видим, что власти прибыли в этот район и собирают доказательства по этому делу. Внезапно вдалеке мы видим черноволосого мальчика в белом кимоно, который смеется над сумасшедшим, наблюдая за сценой, разворачивающейся у него на глазах. На следующее утро Прата просыпается в постели в своей комнате, сбитый с толку тем, что находится там, поскольку он не помнит, как добрался до дома. Поэтому он думает, что все, что произошло прошлой ночью, было просто сном. Поэтому возьми Куро, который спал в своей кошачьей форме в его объятиях. Однако Куро говорит ему, чтобы он перестал его раздражать, потому что он мечтал, что у него будет хорошая подушка после долгого времени. Прата сразу понимает, что то, что он пережил, было совершенно реальным. Позже мы видим, как Прата врывается в его гостиную, где он встречается с Сакуи, чтобы спросить о Рюсее. Однако Сакуя с трагическим выражением лица говорит ему, что его другу это не удалось. Внезапно Рюсей входит в гостиную, и Прата быстро понимает, что Сакуи изменила ему. В ответ он прикладывает к нему ключ, чтобы дать ему понять, что с такими новостями не стоит связываться. С другой стороны, спроси Рюсея, все ли в порядке с раной на шее. Тогда его друг говорит ему, что ему сообщили, что он попал в аварию с машиной, но, слава богу, буквально только что до нее дотронулся. Услышав, что Прата, оставшийся в Чаке, рассказывает ему, что прошлой ночью они столкнулись с магом-вампиром, который напал на Рюсея. На фоне этого Коюки замечает, что своими рассказами он уже походил на Саюку. Кроме того, Рюсей дает ему понять, что он не был во вчерашней аварии. Позже мы увидим, что Прата едет домой один. По дороге его замечают задумчивым из-за всего, что происходит с его друзьями, поскольку очевидно, что кто-то стер его воспоминания. Он внезапно чувствует шум, исходящий из его рюкзака, и мы обнаруживаем, что Белкия пробралась в него и борется с Куро за дополнительное пространство. В этот момент Прата хватает Белкию и заставляет его рассказать, что происходит, поскольку никто не помнит, что произошло в тот день предыдущий. Так что Белкия говорит ему, чтобы он прекратил так с ним обращаться, иначе Тё Цубаки покончит с ним. Однако мы видим, что действия Прата воспринимаются другими, как действия странного мальчика, разговаривающего с куклой. Затем Прата спрашивает Куро, знает ли он что-нибудь об этом некоем Цубаки, на что Куро отвечает, что он никогда не слышал этого имени. Кроме того, он говорит, что знает что-то о Цубаке. Поймите, что кто-то хотел причинить вред такому хорошему коту, как он. Неожиданно их поглощает красное пространство, и перед ними появляется человек в кимоно, который говорит им, чтобы они сдались, иначе в этот самый момент начнется война. В то время Белкия была в сумочке Прата и раскрывает все, что произошло накануне, помимо упоминания о том, что Белкия была в сумке Прата. Кот, которого Эль Прата носит на плече, вампир. Тогда Тё Цубаки бросает Куро на землю, и тот принимает человеческий облик. Сразу после этого мы замечаем, что Тё Цубаки использует эту возможность, чтобы вернуть Белкию. Затем Тё Цубаки спрашивает Куро, знает ли он, сколько существует серванов, на что Куро отвечает, что их всего 7. Однако Тё Цубаки разъясняет ему, что на самом деле каждый из его братьев
представляет собой один из 7 смертных грехов, который является последним, который они создали, под названием меланхолия. Услышав это, Прата понимает, что у Куро много братьев и сестер, и задается вопросом, не потому ли это, что он кот. Однако Куро сопротивляется и разъясняет ему, что он единственный кот в группе. Внезапно Цубаки превращается в животное, и из-за его формы Прата думает, что это собака. Вот почему Цубаки возвращается в свою первоначальную форму и говорит ему, что его комментарии очень жестоки, так как он превратился в волка. Затем Белкия говорит Меланхолии, что благодаря Протону он не смог выполнить свою миссию по уничтожению людей. Услышав это, Маху злится на тёт Цубаки и спрашивает его, правда ли то, что только что сказала Бекия. Тогда тёт Цубаки объясняет ему, что он просто не любит людей, тем самым указывая ему на то, что он вызывает ненужную суету, поскольку это напоминает ему, что он сам был на грани покончить с Белкией за то, что ей не нравится то, что она делала. Он также говорит ему, что в Токио ежедневно умирают сотни людей, так что не имеет значения, убьет ли он еще нескольких. Затем Прата говорит ему, чтобы он не использовал это в качестве оправдания и прекратил привлекать людей, которые не имеют к этому никакого отношения. Тогда он отвечает, что ему смешно, что я думаю, что другие не имеют никакого отношения, особенно Куро. Затем он поворачивается к Куро и дает ему пинка, который валит его на землю. Там он говорит Проте, что намерен собрать всех своих братьев, так как его учитель был бы счастлив, и они снова собираются вместе, потому что он хочет, чтобы все пожалели. В этот момент тёт Цубаки наносит удар Куро, чтобы прикончить его, но Куро явно защищается своими когтями. Увидев это, Прата пытается подойти к Куро, чтобы дать ему свою кровь, но Куро отвергает его и говорит ему, что в тот момент это бесполезно, потому что он устал. Тогда тёт Цубаки хватает Прата за шею и говорит ему, что никто в мире его не узнает и не понимает, что он чувствует. И именно поэтому он хочет покончить со всем, потому что ему все это так надоело. В этот момент Прата видит отражение чувств Цубаки и вспоминает то время, когда он только переехал к своему дяде. Тогда его дядя настоял на том, чтобы он еще не ходил в школу, если он еще не чувствовал себя готовым вернуться. Однако Мао заверил своего дядю, чтобы он не беспокоился, что с ней все в порядке. Однажды в классе его друг Кикуи спрашивает его, чувствует ли он себя лучше после того, что случилось с его семьей, но Прата уклоняется от этого разговора. Затем он приходит к Рюсею, чтобы пригласить его поиграть с ними в футбол. Однако Прата прощается с ними и говорит ему, что ему нужно идти прямо домой. Позже мы видим, как его дядя приходит в квартиру и находит Прата неподвижно лежащим на полу, поэтому его дядя подходит к нему и спрашивает, не случилось ли чего в школе. Прата отвечает ему, что все наоборот, так как все были очень добры к нему и даже пригласили его поиграть, но он не знает, почему он чувствует, что ничего не хочет делать. Тогда его дядя говорит ему, что он должен дать этим чувствам имя, чтобы он мог противостоять им и двигаться дальше. Мы сразу видим, как Прата повторяет те же слова тёт Цубаки, а затем говорит ему, что для него нет ничего интересного, потому что он не противостоит своим чувствам. Он также указывает ему, что чувствует, что никто его не понимает, потому что он не хочет смотреть правде в глаза. Услышав это, тёт Цубаки говорит ему, что, возможно, Прата прав, и что именно поэтому он хочет начать войну, поскольку считает, что это тоже очень эффективный метод общения. Махиру сразу предупреждает его, что если он что-то предпримет, он сам остановит его, поэтому единственное, что ему нужно сделать, это дать ему имя. И поэтому Цубаки придется делать все, что он прикажет. В этот момент лицо Цубаки искажается, и он пытается прикончить Прата. Поэтому Куро бросается в их сторону, чтобы помешать, когда неожиданно они оба телепортируются в переулок у магазина метро. Ниже идет черноволосый мальчик по имени Арисуин Мизона, который является младшим из 7-го сервана, приказывает вам сопровождать его. Не имея другого выбора, как принять Куру, и Прата едут в карете к дому Мизона, и когда Прата прибывает, он удивлен, что дом находится далеко от входа. Как только они подходят к комнате Мизона, он садится и просит Прата подождать его немного, потому что он устал. Тут Прата неожиданно замечает, что для Мизона появился стул, и говорит ему, что не может быть, чтобы он устал, потому что они просто гуляли в одиночестве 5 минут. В этот момент вы слышите голос мальчика, который объясняет Мизона, что у него очень слабое тело. Поэтому Прата оглядывается в поисках людей, которые с ним разговаривают, и понимает, что это происходит от бабочки, которая сидит на волосах Мизона. Заметив это, Мизона пугает ее и говорит, что я уже говорил ей не укладывать волосы. Сразу после этого бабочка превращается в красивого мужчину, который предлагает ей делать с Пратой все, что она только может вообразить.
Мизона тут же бьет его и говорит, чтобы он хорошо одевался и перестал быть извращенцем. После этого он представляет его всем и подтверждает, что стриптизерша, которую они только что видели, это Лили, служанка Лапохури. Затем они направляются внутрь здания, и вдруг Мизона запирает их в комнате. Затем он говорит им, чтобы они были его слугами, чтобы он мог победить тёт Цубаки. Однако Прата отказывается принять его предложение, поэтому Лили вынуждена атаковать их по приказу Мизона. Тогда Проте удается сбежать вместе с Куро в облике кошки, но они сбиваются с пути и оказываются во дворе особняка. Внезапно Прата понимает, что его окружает много детей, поэтому в конечном итоге он думает, что все они дети Лили. Поэтому он громко критикует его, указывая на то, что несмотря на то, что он слуга похоти, такое количество детей — это слишком безответственно. В этот момент Лили приходит за ним и говорит ему, что эти дети его подкласс. Там она объясняет ему, что они вампиры, созданные сервами, и что люди, которых он явно пытается уничтожить те Цубаки, относятся к подклассу, равному этим детям. На самом деле за эту неделю Меланхолии удалось уничтожить 2 его подчиненных. В этот момент Мизона прибывает вместе с 2 девочками из его класса Лили и говорит ему, что именно поэтому похоть рассказала ему, что она хочет, чтобы я помог ему победить тёт Цубаки. Следовательно, Эль Прата понимает, чего на самом деле хотел Мизона, а именно его помощи, но из-за его характера между ними возникло недопонимание. Поэтому Эль Прата объясняет ему, что отныне он будет помогать ему как своему другу. По дороге домой Эль Прата встречает своего лучшего друга Сакую, и тот спрашивает его о кошке, которая у него в сумке. Тогда Эль Прата говорит ему, что это обычная кошка, которую он недавно подобрал. Услышав это, Сакуя спрашивает его, не скрывает ли он что-нибудь от него. Однако Эль Прата отвечает, что нет, что все нормально. Сакуя напоминает ему, что он всегда может рассчитывать на него, если что-то случится. После этого Сакуя сопровождает его в магазин, чтобы купить браслет. Видя, что Прата собирается выбрать браслет, Сакуя рассказывает ему, что он уже купил его в знак своей дружбы. Как только они прощаются, мы видим, что на Сакую вот-вот нападет вампир. А на следующее утро мы видим, как Прата и Курова соединяются с Мизона. Затем Мизона спрашивает Мао, есть ли у него уже его оружие, что очень смущает Прата, который понимает, что на самом деле он мало что знает о вампирах. В этот момент Мизона поворачивается к Куро и говорит, что не может многого ожидать от слуги Лени. На что Куро отвечает, чтобы они прекратили говорить о сложных вещах и лучше восхищались его кошачьей формой. Немедленно оба скажите ему, чтобы он выполнял свою работу и перестал уклоняться от решения проблемы. После этого Куро спрашивает Проту, действительно ли он хочет оружия, на что Махиро отвечает, что если это поможет ему позаботиться о других, то если оно ему понадобится. Так что Куро в конечном итоге соглашается дать ему пистолет, но сначала велит ему закрыть глаза. И услышав это, Прата говорит ему подождать минутку и объяснить, в чем дело. Однако Куро не обращает на него внимания. И внезапно Прата переносится в фантастическое пространство, где ему дают куклу с запекшимся ртом. Это существо приветствует Прата и сообщает ему, что оно является частью Куро и находится у власти. Затем ведет его к куче подарков и побуждает выбрать один. Прежде чем он это сделает, предупреждает его, что как только он выберет его, он не сможет вернуться, и что он должен подумать об упаковке, потому что она должна отражать его истинную сущность как личность. Столкнувшись с такой дилеммой, Прата выбирает самую простую упаковку, и когда он открывает ее, у него в руке материализуется чешуя. Когда он возвращается к реальности, все смотрят на оружие, которое получил Куро, и с улыбкой комментирует, что он нисколько не удивлен, так как в первый раз, когда он увидел оружие, он был поражен. Они обнаружили, что он напал на него с метлой, а затем новое оружие было выгравировано на его запястье, что натолкнуло Прата на мысль надеть на него браслет, подаренный его другом. С другой стороны, тёт Цубаки и Белки находятся в ресторане, когда врывается Сакуя, неся тело. Увидев это, посетители заведения в ужасе убегают. Вскоре после этого мы обнаруживаем, что Сакуя на самом деле является подклассом Цубаки. После этого тёт Цубаки спрашивает ее, не беспокоится ли она больше о том, что ее одноклассники узнают, кто ее вампир, явно имея в виду ее. Тогда Сакуя отвечает, что с этого момента ей все равно, так как она ненавидит лжецов, ссылаясь на Прата, которому она солгала, когда спрашивала за Кро. Позже Прата сталкивается с трудностями при вызове своей новой силы. Столкнувшись с этим, Мисона указывает ему, что он должен уметь контролировать эту способность, прежде чем даже думать о драке. Поэтому Махиро спрашивает Куро, есть ли какие-нибудь приемы использования его оружия. Однако Куро отвечает ему, чтобы он позвонил ему, когда сможет ее вызвать. В этот момент Лили предлагает ему сначала создать четкую картину, потому что именно она хочет обладать этой силой. Затем она показывает ему, что его сервому не хватает мотивации из-за отсутствия у него решимости. В этом случае Прата замечает, что Лили, кажется, постоянно пытается раздеться догола,
потому что Мизона хочет от чего-то освободиться. Услышав это, Мизона разъясняет ему, что такое отношение является просто частью предрасположенности Лили. Как только недоразумение будет устранено, Прата начинает задумываться о причинах, побудивших его в первую очередь желать этой власти. Так что помни, что все началось с его желания защитить своих друзей. Он внезапно поворачивается к Мизона и говорит ему, что в следующий раз представит его тебе. Тем не менее, он отвечает ей, чтобы она отбросила ненужные мысли, поскольку единственное, что объединяет их двоих, это их соперничество с Тёцубаки. Напротив, Прата объясняет ему, что не видит причин, по которым его друзья не должны быть друзьями Мидзона, поэтому он хочет защитить все, что его окружает. Это важно для него. Тот, кто встанет у него на пути, будет побежден его силой. В этот момент он обращается за поддержкой к Сакура, но тот отвечает ему, что беспокоиться об этом проблематично и что он будет делать только то, что ему прикажут. Тогда Прата начинает думать, что Акура не хватает независимости. Внезапно отметина в форме метлы на его запястье начинает светиться, поэтому он спрашивает Мизона, что это было. Однако как раз в тот момент, когда он собирается ответить, уже 9, и Мизона явно засыпает. Увидев это, Прата спрашивает Лили, что произошло, и он объясняет, что Мизона всегда засыпает в это время, так что ему придется спросить ее в другой раз. Впоследствии мы видим, что Прата приходит на занятия, обеспокоенный тем, что его друг Сакуя много дней пропускал занятия. Кроме того, позвонил ему домой и не получил ответа, поэтому он сообщает своим друзьям Киры домой к Сакуё, чтобы узнать, что происходит. Позже мы видим, как Прата выходит из круглосуточного магазина с подносом с едой. Незадолго до того, как Куро пытается ее съесть, он предупреждает его, что это не для него, а для Сакуи. Тогда Куро спрашивает его, не является ли Сакуя его другом-шутником, и указывает, что не думает, что он поладит с Мизоной из-за его характера. Внезапно Прата понимает, что не знает, где живет Сакуя, несмотря на то, что помнит, что был там несколько раз. Однако, чем больше он пытается вспомнить своего друга, тем более запутанными становятся его воспоминания. В этот момент Сакуя подкрадывается к Проту сзади, но прежде чем он дотронется до него, Махиру ощущает его присутствие. Едва Сакуя собирается что-то сказать, Прата прерывает его и спрашивает, почему он не пошел на занятия. Сакуя отвечает ему, что несколько дней назад на него напали, и поэтому он не осмеливался выйти из своей комнаты. Затем Сакуя хватает Проту за руку и тащит его в переулок. Там мы узнаем, что это ловушка, в которой они удерживают Проту и Акуру веревками, спускающимися с неба. Затем он прибывает в Белкию и рассказывает Сакуё, что он вампир. После этого Сакуя бросает ему вызов, пытаясь угадать, что часть того, что он знает, правда, поскольку основываясь на его воспоминаниях. Он мог вставить эти воспоминания за последние 5 минут. Однако Прата отказывается верить, что его лучший друг вампир. Он внезапно видит, что атакует Прата, и Куро, чтобы защитить его, вынужден принять удар, чтобы спасти Мао. После этого Сакуя говорит ему, что было бы облегчением, если бы все это было ложью, но на самом деле он вампир. Поэтому он сожалеет, что Мао был тем человеком, который нашел эту кошку, потому что, если бы это было не так, он бы не солгал ему, и они остались бы друзьями. Поэтому Прата отвечает ему, что он сделал все, чтобы защитить их. Несмотря на это, Сакуя не может ему доверять, потому что он решил обмануть его. Больше всего в этом мире он ненавидит лживых людей. В этот момент Прата направляет свой взгляд на Куро, ожидая, что он подскочит к нему в поисках его крови, чтобы он мог выбраться из этой ситуации. Однако Куро отвечает ему, что для него нет смысла пить его кровь прямо сейчас. Поэтому вампиры питаются решимостью, присутствуют в крови его приманки. И в этот момент Прата не обладает такой силой внутри. Внезапно веревки, удерживающие Прата, перерезаны, и мы обнаруживаем, что Мисона прибыл, чтобы помочь ему. Затем они начинают сражаться с Сакуей, но тот недооценивает Мисона, полагая, что Ева мало что может сделать, не используя БАМ. В этот момент мы видим, как Белл пытается поймать Мисона, но он раскрывает свой план и учит Прата, как следует использовать оружие. Как раз в этот момент стул, кажется, ловит Белкию, в то время как Лили притворяется, что перерезает ему шею. Мисона пользуется возможностью, чтобы объяснить, что они могут поймать любого, кто встанет между ним и Лили, и при этом потерять сознание. После победы над Белкией они готовятся встретиться лицом к лицу с Сакуей, но Прата останавливает его и говорит, что Сакуя его друг. Внезапно мы видим, как Белкия поднимается с земли как марионетка и отрубает Лили ногу. Воспользовавшись ситуацией с Сакуей и эрой Мизона, Лили пытается защитить его своим последним вздохом. Затем Сакуя замечает ей, что она не собиралась его обманывать, но он никогда не говорил, что пришел один.
Из соседнего здания девушка по имени Тагири управляет веревочными людьми, манипулируя ими с помощью марионеток. Плюс тётя Цубаки наблюдает за всем издалека рядом с ней. Однако ее цель выяснить, является ли Прота ключом, и она хочет увидеть его отчаяние по поводу того, что вот-вот произойдет. Тем временем Сакуя угрожает Проте ножом и говорит ему о том, что ее первоначальный план состоял в том, чтобы провести с ним время, но поскольку он этого не хочет. Сакуя говорит ему, что хочет, чтобы он был с ней, он не хочет, чтобы он все испортил, теперь с ним нужно покончить. Внезапно зеленоволосая девушка шепчет ему на ухо, чтобы он прекратил лгать, что очень сбивает с толку Сакую, который пытается ее найти. После этого мы видим, что Куро оправился от ран и предлагает Проту сбежать, пока не стало слишком поздно. Тем не менее, Прота говорит ему, что он не может оставить все как есть. Он немедленно вызывает свое оружие и несколько раз бьет Сакую, но видно, что воля Проты нарушена, и его оружие начинает размываться. Ниже мы видим, что внутри Куро кукла, управляющая его силой, обвиняет его в психической нестабильности Прота. Затем он говорит ему, что если бы они не пришли в его жизнь, этого бы никогда не случилось, и что всякий раз, когда они что-то делают, мир приходит в упадок. В момент отчаяния Куро погружается в негативные чувства Махира и насильно пьет его кровь. Однако из-за отрицательного эмоционального заряда крови из спины Куро появляется монстр в форме куклы, который обитает внутри него. Затем начинает вытекать черная жидкость, которая угрожает утопить всех. Следовательно, Сакуя пытается спасти Прота и показывает ему, что он сказал ему все эти плохие вещи, потому что хотел, чтобы с ним покончили, чтобы он мог приказать Куро найти его, и все могли сбежать. Тем не менее, Атагири удерживает его своими веревками и предупреждает, что он спасет врага, что является его проблемой. Внезапно появляется субъект с бумажными пакетами на голове и стреляет Куро в спину, ослабляя его силу и заставляя его упасть на землю. После этого этот человек прыгает Куро на спину и стреляет в него, пока он не превратится в свою кошачью форму. Затем субъект с мешком на голове направляется к Акуё, чтобы прикончить его, но Тагири спасает его своими нитями. Прежде чем забрать Бекию, он говорит Сакуё, что они должны немедленно уйти. В этот момент Прота пытается последовать за ними, но Сакуя исчезает вместе со своими товарищами, и перед уходом он возвращает браслет, который подарил ему несколькими днями ранее. Внезапно помощник Помиса не прибывает на место, и Лили отвозит его в больницу. Затем мы видим, как какой-то желтоволосый парень сообщает, что субъект с мешком на голове сервом зависти, а он его Ева. Затем он предлагает Эль Проте разорвать его контракт с Куро. Услышав это, Эль Прота спрашивает его, почему он все это ему рассказывает. Тогда Ив отвечает ему, что по его мнению он может раскаяться, так как в тот момент, когда он потеряет контроль над своей силой и будет бояться ее, сервом полностью поглотят его. После этого я заверяю его, что могу связаться с ним в случае, если он когда-нибудь почувствует себя таким образом, и что у него есть сила, чтобы снова сделать его обычным учеником. Позже Прота возвращается домой, чтобы отдохнуть. В этот момент Куро подходит к его комнате, и обеспокоенный Прота спрашивает его, оправилась ли она уже от ран. Поэтому Куро отвечает ему, что она уже исцелена, поскольку, будучи вампиром, ее исцеление происходит быстро. Тогда Куро спрашивает его, сожалеет ли он о том, что у него это было в жизни. Однако Прота устал и просит его позволить ему покоиться с миром, на что Куро удаляется в свою комнату, думая, что на самом деле это ему мешает. На следующее утро Прота идет в магазин за продуктами, но внезапно замечает, что тётя Цубаки находится в ресторане японской кухни. Решив поговорить с ним, заходит в заведение, и его спрашивают, почему Сакуя стал его класс. Поэтому тётя Цубаки рассказывает ему, что у Сакуи была старшая сестра, которая однажды, играя в парке, предупредила его, чтобы он не выходил из своей комнаты, чтобы он не услышал. В ту же ночь Сакуя подслушал, как его сестра и ее родители разговаривали на балконе своего дома. Внезапно его сестра попросила их пообещать ей ничего не делать с Сакуей, если она согласится прыгнуть. Понимая, что его родители планируют что-то сделать, Сакуя выбежала в гостиную, чтобы явно остановить их, но было уже слишком поздно, так как ее сестра безжизненно лежала на полу внизу. Потом ему сказали, что когда приедет полиция, он должен будет сказать, что его сестра упала во время игры, иначе его постигнет та же участь. Таким образом, это была первая ложь, сказанная Сакуё, и его семья получила значительную сумму денег благодаря страхованию жизни его сестры. Соседи подозревали, что в доме Сакуи произойдет что-то странное, но они не хотели вмешиваться, поэтому все солгали. Таким образом, смерть его сестры была скрыта по всему городу, и 6 лет спустя Сакую постигла та же трагическая судьба, что и ее.
Ниже тёт Цубаки объясняет ему, что подклассы рождаются, когда человек вот-вот умрет, выпивая кровь своего сербама, что вынуждает людей следовать за ним. Подклассы должны безоговорочно подчиняться приказам своего хозяина. Прежде чем Прата успел что-то сказать, тёт Цубаки останавливает время в комнате и говорит ему, что он заметил, что Куро был в его рюкзаке, в дополнение к восприятию его убийственной ауры. Однако тёт Цубаки ясно дал понять, что не хочет проблем, поэтому он явно решил немедленно уйти. После этого Прата остается задумчивым, сожалея, что больше не беспокоился о своем друге Сакуё. Он не хотел, чтобы он был вовлечен в мир вампиров, поэтому солгал им с намерением защитить его, не представляя, что это причинит ему такой большой вред. В этот момент он вспоминает время своего детства, когда он поссорился со своими друзьями. Его дядя, увидев, что он обеспокоен, сказал ему, что поладить с кем-то несложно. Нужна только решимость, чтобы заявить, что этот человек будет вашим союзником, несмотря ни на что. Поэтому самым важным было верить в себя, чтобы все уладить. Позже он идет в школу, и по прибытии в свою гостиную его друзья сообщают ему, что перевели Сакую в другую школу. Тем не менее, Рюсей замечает, что хорошо помнит личность Сакуи, но не его лицо, что его явно беспокоит, поскольку он не знает, сможет ли он узнать его в следующий школьный фестиваль. Тем временем мы видим, что Мизона хорошо выздоравливает в больнице, как вдруг Лили сообщает ему, что Прата хочет его навестить. Услышав это, Мизона решает, что ему лучше не приходить, но Лили уже присылает фотографию карты больницы. Из-за этого Мизона вынужден прочитать сообщение Прата и отвечает ему, что серия не была серьезной и что он скоро позвонит ему. После этого ему стыдно за то, что он совершил большой поступок и не смог защитить Прата, как он надеялся, поэтому он говорит Лили, которая становится намного сильнее. Наступает день школьного фестиваля, и Сакуя появляется инкогнито. Внезапно его бывшие одноклассники проходят мимо него, но явно не узнают его. Когда они уходят, он оборачивается, чтобы посмотреть на них, и понимает, что держит табличку с надписью, что они его ждут. Как раз в этот момент летающий кот приближается к его лицу, и мы видим, как Прата бежит к нему. Увидев это, Сакуя пытается сбежать, но Прата без колебаний преследует его. Тогда Сакуя просит Проту отпустить его, напоминая ему, что он пытался причинить вред ему и его другу. Но Прата отвечает ему, что ему уже сообщили, что Мизона получил только легкие травмы, и что в первую очередь он пытался причинить вред своему другу. «Спаси его». Сакуя твердо говорит ему, что он его враг, но Прата уверяет его, что бы ни случилось, что он всегда будет его другом. И в конце концов Сакуя раскрывает ему, что их детская дружба была имплантированным воспоминанием, и что на самом деле они были вместе только этот год. Так что, несмотря на то, что они были друзьями, они все еще остаются друзьями. Он лгал все это время. Однако он отвечает ей, что несмотря на весь этот год, это было очень весело. Однако Сакуя объясняет ему, что она не может вернуться к нему, так как он не человек. Внезапно Сакуя выпрыгивает из здания, и Прата без колебаний следует за ним. Как раз в тот момент, когда он собирается упасть на землю, Прата вызывает свою метлу, и они оба взлетают в небо. Но поскольку он впервые летит со своим оружием, они оба быстро падают между деревьями. Когда они достигают земли, напряжение между ними рассеивается. Через некоторое время Сакуя рассказывает ему, что в детстве он сожалел о том, что случилось с его сестрой, и думал, что ему следовало занять ее место. Именно тогда появился тёт Цубаки и сказал ему, что он не сделал ничего плохого, заверив его, что когда придет время, я вернусь за ним. Так получилось, что тёт Цубаки не солгал ему, потому что когда он собирался испустить последний вздох, он спас его. Вот почему они не могут быть друзьями, поскольку Сакуя не может ослушаться тёт Цубаки. Следовательно, Прата обещает ему, что он остановит бам меланхолии, чтобы Сакуя могла быть свободной. Услышав это, Сакуя испытывает надежду, но все же говорит ему, что они не могут быть друзьями до боли. Когда Сакуя уходит, Прата говорит Куро, что хочет вернуться с ним сильнее, чтобы он мог победить тёт Цубаки. С другой стороны, Сакуя вспоминает моменты дружбы с Протой и чувствует себя глубоко благодарным, что нашел его именно тогда, когда он был ему нужен больше всего. На следующее утро в дом Прата приходит письмо, но при попытке открыть его ему это не удается. Полной решимости разобраться передает его Куро, чтобы узнать, сможет ли он ему помочь. Увидев символ на конверте, Куро берет его у него из рук и отвечает, что это, вероятно, шутка. Позже мы увидим, что теперь все в школе знают Куро в его кошачьем обличии и дают ему много еды. Однако его быстрая реакция, когда они разговаривают с ним, заставляет его сверстников задуматься, действительно ли он кошка или человек. В конце урока Прата ругает Куро за то, что он так доверчив с другими, предупреждая его, что никогда не знаешь, кем может быть замаскированный вампир. И что в конце урока Прата ругает
ругает Куро за то, что он так доверчив с другими, предупреждая его, что никогда не знаешь, кем может быть замаскированный вампир. Поэтому вы не должны доверять абсолютно никому. Услышав это, Темный пожимает руку Проту и говорит ему, чтобы он не беспокоился о таких вещах, пусть лучше полюбуется его красотой. По дороге домой он встречает фестиваль, и Прота рассказывает ему, что в детстве он часто приезжал со своим дядей на подобные мероприятия. Он внезапно понимает, что Куро больше ему не по плечу. Обернувшись, видит, что Куро пришел на фестиваль и накупил всякой еды. Менее чем через минуту Куро уже наслаждался всем, что предлагал фестиваль, и, наконец, они оба остаются у входа на фестиваль, ожидая увидеть искусственные игры. В этот момент к ним подходит мужчина в костюме и рассказывает, что некоторое время назад он нашел серебряный портфель. Но поскольку он не знает, где находится бюро находок, он просит вас, пожалуйста, отнести его туда. Тогда Прота говорит Куро, что он поедет быстро, и просит его подождать его в том же месте. Направляясь в бюро находок, натыкается на очень высокого парня, несущего на плече гроб. Мальчик говорит ему, что кого-то ищет, а тот отвечает, что идет в офис фестиваля. Следовательно, предлагает ему пойти с ним, чтобы он мог спросить о своем друге через громкоговорители. Однако Прота не может не обратить внимания на большой гроб, который несет мальчик, и спрашивает его, что у него внутри. Тогда мальчик спокойно отвечает ему, что это вампир. Внезапно вдалеке он слышит громкий взрыв, сопровождаемый криками людей, предупреждающих, что взорвался серебристый кейс. Понимая, что кейс, который у него в руках, вот-вот взорвется, Прота быстро реагирует, но остается в нерешительности. Что делать, особенно потому, что он не знает, что делать. Парень с ним, и он не знает, действительно ли ему можно доверять или нет. В конце концов он решает, что самое простое – это доверять, и если его обманут, он уже подумает о плане позже. Имея в виду эту решимость, немедленно обращается к Куро, который явно пьет немного его крови, и сразу же предпринимаются действия, направленные на то, чтобы отодвинуть портфель как можно дальше. Но, к его удивлению, он снова начинает опускаться. И прежде чем он коснется земли, парень из прошлого быстро кладет его в свой гроб. Увидев это, Прота говорит ему, что это не сможет остановить взрыв, но мальчик отвечает ему, что это необычный гроб. Как раз в этот момент раздается грохот фейерверка, за которым следует сильный взрыв. Затем мальчик объясняет ему, что это наследник места с горячими источниками под названием Сендагая-Тецу. В этот момент мы видим, как летучая мышь выходит из гроба, и мальчик извиняется за то, что поставил их в такую ситуацию, объясняя, что он думал, что летучая мышь уже вышла из гроба, и поэтому ясно, что летучая мышь вышла из гроба. Я искал это. Там мы узнаем, что летучая мышь — это слуга гордости, а мальчик — его Ева. Позже Тецу спрашивает Сервама гордости, выздоровел ли он уже после того, как я дал ему немного своей крови. Сервам отвечает ему, уверенный в себе, что, конечно, он уже полностью выздоровел, так как во всем этом нет ничего такого, что стоило бы ему дорого. Затем он покидает Атаул и велит всем полюбоваться настоящей окончательной формой Сервама Дель Прайда, которого теперь зовут Крюк-Альгенор, темный из третьего. Затем он приказывает вам дрожать и бояться в его присутствии. Увидев это, Прота замечает, что, возможно, он еще не полностью пришел в себя. И сразу после этого Худ забирается на гроб и говорит ему, что, похоже, он не справляется с ситуацией, стоя перед темным вампиром. Тогда Прота прерывает его и спрашивает, может ли он называть его просто Хак, на что он отвечает, что его имя заканчивается на третье. Позже Сервам Прайда замечает Куро, что пока он бродил там, мир погрузился в полный хаос. В этот момент Прота спрашивает его, имеет ли он в виду Цубаки. Однако Дзю отвечает ему, что прежде чем говорить об этом, он расскажет вам, как он встретил Тацу. Затем он объясняет ему, что однажды ночью, следуя по следу запаха крови очень хорошего качества, он почувствовал необходимость изучить этого кандидата на роль его Евы. Именно тогда Тацу появился перед ним и предложил ему комнату в своих горячих источниках. В тот момент Джулия призналась, что он вампир и что ей нужна комната без света, и вместо того, чтобы подвергать сомнению то, что Тацу сделал, она вовремя взяла себя в руки, чтобы убедиться, что Крюк чувствует себя в своей тарелке. Несмотря на то, что отец расстроился, увидев, что ему душно в комнате, закрывая даже самый яркий свет, в конце концов Хук рассказывает ему, что хотя Тацу очень молод, он был впечатлен его физической силой и его острыми чувствами. Услышав это, Прота отвечает ему, что все люди кажутся молодыми рядом с вампирами. Тогда Хьюго поясняет, что Тацу всего 14 лет. Прота удивлен, услышав это, так как он думал, что Тацу был студентом колледжа. А затем Джул отвечает, что Тацу полностью раскрыл свой потенциал, когда его оружие превратилось в гроб.
Перед лицом этого Тацу признается, что на самом деле не знает, как от него избавиться, поэтому берет его с собой в качестве рекламы для бизнеса. Затем Тацу объясняет, что если клиент вампир, он обязан предоставить темную комнату, к тому же туристический бизнес не может процветать без мира. Вот почему они стараются поддерживать порядок. Вслед за этим Хук упоминает, что он является сервамом с наибольшим количеством подклассов, поэтому он был заранее подготовлен к тому, что замышляет тёт Цубаки. Он предлагает им поддерживать связь, чтобы быть начеку, хотя предупреждает, что тёт Цубаки не единственный, за кем они должны следить. В этот момент мы видим, что Куро очень нервничает, сжимая в кармане письмо, которое он получил утром. Позже, когда Прата собирается подняться на лифте, его отделяют от Куро, и появляются субъекты в белых одеждах, угрожая уничтожить существо вамп. С другой стороны, Прата находится в комнате в сопровождении кого-то, кого он помнит, с кем пересекался на школьном фестивале. Этот человек по имени Тё Цуюки является членом организации, известной как «Тройка», которая позиционирует себя как нейтральная партия между людьми и вампирами. Другими словами, он говорит Проту, что он его союзник, хотя и сожалеет, что насильно привел его туда. Затем объясняет ему, что они хотели поговорить с ним, потому что ему нужна была его помощь, чтобы покончить с Тё Цубаки. В этом он рассказывает ему, что одна из миссий С3 — поддерживать гармонию между людьми и вампирами, но Тё Цубаки представляет угрозу этой стабильности. Затем Тё Цуюки объясняет ему, что меланхолия — это существо, которое использует организация, и его план состоит в том, чтобы уничтожить людей и вампиров. Все подклассы Тёцуки, чтобы ослабить его, а затем позаботиться о нем. Услышав это, Прата отказывается, так как один из его друзей принадлежит к подклассу Цубаки, тогда ему отвечают, что он просто избалованный ребенок, который ставит свои чувства превыше всего, а не того, что на самом деле имеет значение. Поэтому Прата отвечает ему, что в таком случае он останется ребенком, но это ему не поможет. Как раз когда он собирается уходить, Тё Цуюки предупреждает его, что в этой комнате 52 двери, что затруднит ему побег. И кроме того, если он не уйдет, Тё Цуюки предупредит его, что в этой комнате 52 двери, а Пура никогда больше не сможет увидеть Куро. Помимо нескольких попыток, Прата утверждал, что вызвал свою метлу, но в итоге в потолке комнаты образовалась дыра. Учитывая это, Тё Цуюки признает, что это был единственный способ выбраться оттуда. Прежде чем Прата уйдет, Тё Цуюки советует ему не доверять ни одному из этих монстров, поскольку Куро не его друг, а кровососущий вампир, которого необходимо уничтожить. Услышав это, Прата отвечает ему, что он так думает, потому что он не жил с ними вместе, но с его точки зрения они необычные существа и очень преданные. Позже Прата направляется туда, где некие люди загнали Куро в угол, и прежде чем они смогут причинить ему вред, он убегает с конем на дороге. Летающая метла. Пролетая над городом, Махира размышляет о том, что не всегда нужна причина, чтобы хотеть кому-то помочь, но всегда есть причина, по которой он хочет кому-то помочь. Ненавидеть или причинять боль людям. Поэтому он хотел бы знать, что побуждает Тё Цубаки действовать таким образом. Внезапно Прата теряет контроль над метлой и начинает спускаться, на что Куро замечает ему, чтобы он не был таким уверенным, если он даже не может управлять метлой. Во время смены сцены Мизона и Прата встречаются в гостинице Тацу, чтобы собрать информацию о Тё Цубаки. В этом случае Прата предлагает Мисона посоветоваться с ним из чувства легкой зависти, но тот отказывается, так как не доверяет ему. Позже Крюк прибывает с новыми уликами и отправляет Прата расследовать. По прибытии на место с ними связывается подчиненный Крюка и сообщает им, что молодой человек в черном с крыльями на спине вызывает переполох по всему району. Прата быстро находит подозреваемого и обнаруживает, что он носит с собой ежа в клетке, который, кажется, просит о помощи. Поэтому они решают тайно последовать за ним, чтобы выяснить, что он замышляет. Тогда Прата спрашивает Куру, есть ли у него какие-либо подклассы, которые могут предоставить им информацию по этому поводу. Однако Куру отвечает, что у него их нет, так как он находит это очень проблематичным. Там он объясняет ему, что подклассы создаются путем переливания крови человеку, который вот-вот умрет. Но поскольку он не знает, хочет ли этот человек жить дольше, это очень сложный и довольно раздражающий процесс. Поэтому он предпочитает вообще не иметь подклассов. Услышав это, Прата удивляется, так как Куро редко говорит о себе. Затем Куро меняет тему и спрашивает Проту, уверен ли он, что хочет пойти за этим мальчиком один. Поэтому Прата отвечает ему, что они не одни, поскольку их явно двое. Несмотря на то, что он знает, что его помощь не будет решающей, он все же хочет дождаться, пока Куро поверит ему и расскажет о своем прошлом. К тому же Тэцу учится в старшей школе, а Миса еще не пришел в себя. Поэтому, говоря простым языком, Прата чувствует, что он тот, кто должен противостоять или взять на себя ответственность за эту ситуацию.
Сразу после этого Прата начинает бежать в направлении того места, куда направился подозрительный мальчик. Однако, войдя в переулок, понимает, что он давно заметил его присутствие. В этот момент черноволосый мальчик материализует пианино и начинает наигрывать мелодию, которая воздействует на тело Куро, заставляя его чувствовать себя намного тяжелее. Увидев это, молодой человек за пианино приходит к выводу, что Куро демон, и решает напасть на него. После этого мы видим, что раны мальчика, нанесенные ему Куро, явно не заживают, поэтому Прата приходит ему на помощь. Выпив его крови, Куро полностью выздоравливает, и впоследствии Прата просит его освободить связанное существо, которое он держит в плену, на что он просит Чико помочь ему. Он отвечает, что оказал бы ему услугу, если бы увез его оттуда как следует. Сразу после этого дикобраз, который был в клетке, превращается в человека, показывая, что мальчик с крыльями на спине — Ева, и что его явно зовут Ангел. Немедленно мальчик отталкивает его и кричит, чтобы он оставил его в покое раз и навсегда. Тогда жадный серп спрашивает его, почему он так жесток с ним, если он даже оказал услугу, представив его. На что он отвечает, что ангелам не нужно объяснять, что они делают. Увидев это, Куро говорит Проту, что больше не хочет противостоять ангелу, потому что он явно очень напуган. После этого Прота говорит сервому жадности, что он рад, что нашел его, потому что так у них будет больше союзников. Он сразу же отвечает ему, что не собирается помогать ему, а также спрашивает, для чего им нужны союзники, и Прота объясняет ему, что их цель — победить Тецубаки. Столкнувшись с этим, жадность отвечает ему, что в любом случае ему не нужно им помогать, так как с помощью Лени на его стороне. Именно он будет принимать решение, как это произошло в прошлый раз. Затем черноволосый мальчик пытается уйти, но его останавливает Прота, который настаивает на том, чтобы он объединился с ними, чтобы победить Тецубаки. Однако он отказывается связываться с демонами и решает уйти. Позже мы видим, как Прота воссоединяется с другими мальчиками, когда по телевидению выясняется, что настоящее имя ангела Лич Тодороки, и что он хорошо известен за границей своими навыками игры на фортепиано. В этот момент Прота говорит им, что только что встретил его, и что он выглядит жадным. Услышав это, Хук отвечает ему, что это очень грустно, потому что в таком случае он проживет недолго. Затем он объясняет, что Коди, как правило, избавляется от своего себе, когда они ему надоедают, и что он единственный среди обзорвов, кто делает это, поскольку он полностью испорчен, так что лучше всего было бы не связываться с этой темой. С другой стороны, мы видим, что Тецубаки разговаривает с руководителем, и, похоже, он замышляет что-то довольно серьезное. Позже Прота оказывается на концерте Лича, но обнаруживает, что зал зарезервирован для компании. К счастью, менеджер Лича видит, что он слоняется без дела, и предлагает посмотреть его из особого места. Внезапно через окно Прота наблюдает за подклассом Цубаки и понимает, что у него мало времени. Следовательно, затем спрашивает менеджера, где будет проходить шоу Лича, на что он отвечает, что это будет в главном зале. Прота быстро направляется туда и, открыв дверь, сталкивается с очень тревожной сценой. Оказывается, вся публика, которая собиралась увидеть Лича, была под классом Цубаки, которых уже одолела жадность. Заметив его присутствие, жадность говорит им, что они опоздали на первую песню. В конце концов, Лич заканчивает свою первую песню и с жадностью возмущается шумом, который он производил во время выступления. В ярости он наносит ему удар, но на этот раз жадность не стоит на месте и наносит ответный удар. Увидев это, Прота предупреждает его, чтобы он был осторожен, так как в конце концов Лич — человек. Там мы обнаружили, что КБ сильнее людей, так что этот удар не должен быть проблемой. К тому же, если бы это было так, я бы не был достоин проявлять легкую жадность. После этого жадность наносит удар Протону, который отправляет его в полет, но Куро встает между ним и стеной, не давая ему пострадать. В этот момент жадность рассказывает главному герою, что давным-давно существовало 7 братьев-вампиров, которые жили в гармонии. Однако все изменилось, когда они получили письмо от нейтралов Си-3, в котором им было приказано уничтожить одного человека. Поэтому братья решили проголосовать по этому вопросу, так что жадность, гнев и обжорство были против, в то время как гордость, похоть и зависть были за. Так что ясно, что последнее слово было за старшим братом Лени. Внезапно Прота чувствует сильную враждебность со стороны Куро и не может заставить себя оглянуться в страхе перед тем, что может произойти. Сразу после этого жадность насмехается над ним, понимая, что Куро не хочет, чтобы Прота узнал правду. Тем не менее предупреждает его, что ему следует быть более осторожным с Куро,
потому что он способен убивать даже когда спит. В этот момент гнев Куро достигает пика и переходит в жадность. Тем временем Белки, находившийся в аудитории, прибывает, чтобы сообщить Тецубаки о полном уничтожении всех подклассов, упомянув, что ему едва удалось сбежать. Услышав это, Тецубаки извиняется перед своими товарищами, признавая, что было ошибкой посылать их туда, так как они, должно быть, ожидали, что он доберется до Игана. Затем мы видим, как на его глазах меланхолия капает слеза за слезой, и потеря его подчиненных, очевидно, очень его огорчает. С другой стороны, мы видим, что один из подклассов Цубаки все еще жив, прячется между сиденьями театра, сожалея о том, что пошел туда, так как думал, что все закончится очень быстро. В этот момент он вспоминает своих друзей, которые были взволнованы тем, что наконец получили задание, поскольку Тецубаки редко позволял более слабым подклассам участвовать в его планах. Они были счастливы, что смогли вернуть Тецубаки все, что он для них сделал. Однако все они были уничтожены, хотя они не могут затаить обиду, потому что в конце концов они напали первыми. Внезапно мы видим, как Прота призывает свою метлу и готовится прекратить драку, но Ли выходит вперед и бьет жадность, чтобы заставить его успокоиться раз и навсегда. Тогда возьми метлу, Прота, и используй ее, чтобы обездвижить Куро. После этого он вызывает свою пианино и начинает играть мелодию, которая переживает самые печальные моменты из всех присутствующих. Внезапно жадность бросается на Лича, чтобы заставить его прекратить играть, но их прерывает подкласс жадности. За ним появляется менеджер Лича, который оказывается ответственным за то, что отправил подкласс разделить их, и его зовут Гил. В этот момент все понимают, что хотя в зале остался один из приспешников Тецуки, из-за этого жадность пытается устранить его раз и навсегда все. Но Прота останавливает его, говоря, что в этом нет необходимости, так как у парня нет никакого желания драться. Из-за этого алчность решает отпустить его и уходит из зала. Затем Прота подходит к подклассу Цубаки и спрашивает его имя. Тогда мальчик благодарит его за то, что он спас его от жадности, и говорит ему, что ее зовут Сирень. Затем Прота сообщает ему, что ей нужно будет какое-то время сопровождать его. Позже мы видим жадность по дороге домой, когда его перехватывает Тецубаки, который тащит его в свой мир. Во время смены сцены Прота воссоединяется с Мисона и Тацу, чтобы рассказать им о том, что произошло на концерте Лича. Так что Мисона предъявляет ему претензии за то, что он поступил неправильно, посоветуйтесь с ним. Там несколько смущенный Прота признается ему, что он был там только из любопытства и не предполагал, что в конечном итоге станет свидетелем этого боя. Однако он говорит ему, что по крайней мере он привел с собой подкласса в качестве заложника. И в этот момент Тацу рассказывает старшему брату Прота и делает ему замечание о том, как много он сделал, в то время как Мизона просто упал в ванной. Услышав это, Мизона возмущенно отвечает ему, спрашивая, почему он так с ним разговаривает, раз он все еще такой. И что если они увидят его таким, к нему тоже следует относиться как к старшему брату, поскольку он того же возраста, что и Прота. Затем Мизона говорит мальчикам, что они против того, чтобы отпускать подкласса Цубаки на свободу, так как он может симулировать слабость. Поэтому если они увидят его в таком свете, к нему тоже следует относиться как к старшему брату. Оба предлагают связать его, чтобы он не сбежал. Перед этим Тацу и Хук окружают Сирень, готовые допросить его. Однако Прота останавливает его, заверяя, что он убежден, что Цубаки придет за Лилом, поэтому нет необходимости получать от него такую информацию. Услышав это, Мизона отвечает ему, что он очень наивен, думая таким образом, но Прота объясняет ему, что у него есть на то свои причины верить, что тёт Цубаки придет, так как в прошлый раз, когда она столкнулась с ним, было то же самое, и она пришла к нему на помощь из Белки. Вот почему он заметил, что тёт Цубаки очень ценит подклассы. Тогда Мизона говорит ему, что трудно поверить, что у тёт Цубаки могут быть такие чувства. Перед этим главный герой поворачивается к Куро, надеясь, что его поддержит в том, что он говорит. Однако Куро выглядит обескураженным и выходит из комнаты, поэтому Прота следует за ним к подножию моста. Там он останавливается, увидев Куро, который кажется странным. Именно в этот момент он понимает, что с тех пор, как Куро поссорился с алчностью, ему стало все больше любопытно узнать, что на самом деле произошло в тот раз. Решив узнать больше, Прота решается спросить его, о чем они говорили в театре. Однако выражение лица Куро исказилось, поэтому Прота, заметив внимание, решает притвориться, что все в порядке, и приглашает его вернуться к остальным. В этот момент Куро возвращается в свою кошачью форму, а Прота, повернувшись к нему спиной, остается задумчивым. Он давно размышляет об истинном значении слова «решимость». Однако, отводя взгляд, он понимает, что на самом деле он испытывает страх перед Куро. И единственное, что он может сделать, это подождать, пока тот сам расскажет ему свою историю, когда будет готов.
На следующее утро Прата понимает, что Куро не спит в его постели. Обеспокоенный, решает пойти и найти его. Открыв дверь своей комнаты, обнаруживает, что Куро свернулся калачиком в углу в своей кошачьей форме. В этот момент Эль Проте звонит менеджер Лича, который явно спрашивает его из жадности. Тогда Эль Прота отвечает ему, что от него ничего не было слышно. Тем временем мы видим, что Лич переживает трудные времена без его слуг на его стороне, и жадность предупредила его, что если он проведет слишком много времени вдали от него, он может потерять свою жизнь. Но Лич не обратил особого внимания на предупреждение, поэтому сейчас он ослаблен и едва может ходить. На него внезапно напал рыжеволосый незнакомец. В этот момент Личу приходит на ум воспоминания о его детстве. Когда он был маленьким, он мечтал, чтобы многие люди научились играть на пианино и хотел летать по небу и общаться с животными. В тот день, когда жадность каким-то образом сбылась, все эти мечты сбылись. С того момента у Лиззи появилась новая мечта, которая заключалась в том, чтобы сбылось все, что она могла себе представить. Именно тогда она пришла к выводу, что самое мощное оружие, которое у тебя есть, это воображение. Впоследствии Лич спрашивает субъекта, кто он, и тот отвечает, что он подчиненный Цубаки. Обеспокоенный Лич спрашивает его из жадности, на что подчиненный отвечает, что в данный момент он должен быть повержен и лежать под ногами своего босса. Затем субъект достает свой телефон, чтобы показать ему фотографию жадности, но Лис отвечает ему, что ее не интересует, что с ним происходит с этим парнем любопытный ежик. Внезапно Иган высвобождает свою силу, и Прота оказался рядом, и он автоматически видит огненный вихрь. Он немедленно говорит Куро, что они должны прийти на помощь, но Куро предлагает им, что было бы лучше позвать остальных. Однако Прота настаивает, что они должны уйти как можно скорее. Оказавшись на месте, Прота вызывает Куро, но когда тот принимает человеческий облик, его тело искажается и в конечном итоге превращается в черный хрустальный шар. Осознавая это, Игану любопытно узнать, что происходит, и он пытается приблизиться к Проте. Однако Ли встает между ними и напоминает ему, что его борьба с ним. Затем Лиц вызывает пианино, которое защищает их от нападения Игана. Тем временем начинается драка, но Прота все больше сожалеет о том, что вмешался, поскольку он явно мешает Личу. Посреди хаоса Лич, окруженный пламенем Игана, кричит на Прота, что дело не в том, чтобы что-то делать только потому, что он может это сделать, но для того, чтобы решить, что он действительно хочет делать. Через некоторое время мы видим, что Игану удается победить Лис, сбив его с ног, а с другой стороны Прота все еще находится в шоке, обрабатывая все, что только что произошло. Однако, когда он видит, что Иган пытается забрать Лича, Прота движется очень быстро, чтобы предотвратить это, но Иган намного сильнее, чем он ожидал. Сильнее и наносит ему удар по затылку, который полностью парализует его. Позже остальные прибывают в парк, где находился Прота, и он сообщает им, что они забрали Лича и что Куро превратился в хрустальный шар. Внезапно Прота впадает в отчаяние, чувствуя себя виноватым во всем, что произошло. В этот момент подходит Мизона и говорит ему, что нашел телефон, который, кажется, принадлежит Белке. Это дает ему возможность связаться с ними. Как раз в этот момент звонит телефон, и Мизона сообщает Проте, что они явно попали в цель. Однако Прота останавливается и указывает, что что-то не так с этой мелодией звонка обоими. Затем он берет трубку, и они слышат голос Цубаки, который весело разговаривает с ними. Однако Мизона сообщает ему, что у него явно есть свой подкласс, и что они были бы готовы пойти на сделку в обмен на Лича и жадность. Столкнувшись с этой ситуацией, тёт Цубаки вынужден согласиться, хотя и предупреждает их, что он не уверен, что позволит Личу и жадности быть вместе. Позже мы видим, как жадность ранена и заперта глубоко в темнице. Находясь там, он начинает думать о Личе и задается вопросом, жив ли он еще. Затем он размышляет о том, насколько быстротечна человеческая жизнь. В мгновение ока людей больше нет, независимо от того, когда они за что-то боролись. Хотя он признает, что навыки Лица в игре на фортепиано потрясающие. В конце концов, его явно огорчает только один человек, поскольку он чувствует, что человеческой жизни не хватает истинного смысла. С другой стороны, мальчики планируют, как можно быстрее вернуть жадности Лича, поскольку они подвергаются большому риску из-за ограничения расстояния. Поэтому у них есть время до полуночи следующего дня, чтобы их явно спасти, иначе жизнь Лича может быть буквально в опасности, так что у них нет времени терять зря. Поэтому они должны немедленно приступить к работе. В конце концов, они говорят Проте, что не могут помочь ему решить его проблему с Куро, потому что им нужно действовать быстро. Как только он остается один в комнате, Прота обращается к Куро и выражает ему свое сожаление, чувствуя, что им так пренебрегли, что он оказался в такой ситуации. И в этот момент хрустальный шар, который раньше был полностью черным, начинает проясняться, открывая Куро.
Он говорит ей, что все еще не может смотреть в лицо реальности, вместо этого испытывающий облегчение Прата отвечает ему, что ему приятно снова услышать ее голос. Услышав это, Куро признается ему, что таким образом ему становится лучше, и он не хочет выходить на улицу. Однако Прата предупреждает его, чтобы он не выходил из дома. Он может остаться там, и я найду способ вытащить его. К тому же он хочет иметь возможность поговорить с ним надлежащим образом. Несмотря на это, Куро настаивает, что не может противостоять ему, поэтому он предпочитает оставаться внутри хрустального шара. Перед лицом этого Прата говорит ему, что он не может этого сделать, потому что реальный мир — это то, с чем он должен столкнуться. Во время смены сцены Прата показывает мальчикам, что он может видеть Куро за сферой, хотя они не могут ясно видеть его. Затем он пробует различные методы освобождения Куро оттуда, но все они оказываются безуспешными. Позже менеджер Ли прибывает в гостиницу, где Прата сообщает ему, что Лич был похищен. Объясни ему, почему он пытался спасти его, но в конце концов именно Лич явно защитил его. Затем он собирается вместе, чтобы разработать план, который позволит ему спасти Линча и алчность до полуночи. Но сначала Прата предлагает освободить Сирень, как только он доставит мальчиков в безопасное место. Услышав это, подчиненный Цубаки шокирован, так как считает, что мне не нужно делать это за него. С другой стороны, Миса не считает, что ему не следует отпускать его, потому что в будущем они могут использовать его как инструмент для переговоров с Цубаки. Однако Прата настаивает на его освобождении, как только все закончится. Наконец, Кранц показывает ему, что у него есть стратегия борьбы с вампирами, которая может дать ему преимущество. Внезапно Кранц достает водяной пистолет и просит Хью протянуть ему руку, затем капает ему на ладонь каплю воды, и в этот момент Крюк вырывается из его хватки. Падая в обморок, явно огорченный Кранц приносит извинения за инцидент, поскольку он не ожидал, что Крюк окажется вампиром. Увидев это, Прата упрекает его, отмечая, что из всех присутствующих Хук больше всего похож на настоящего вампира. Затем Крэнкс объясняет ему, что он дал Крюку священную воду, средство, которое он использует, когда жадность становится иррациональной. Там он рассказывает им, что получил эту святую воду через торговца антиквариатом, и после этого он начинает расследовать этого человека. И они обнаруживают, что это Ли Видель, служите от зависти. Из-за этого откровения Прата предлагает отправиться на поиски магазина. Однако прежде чем я уйду, мой заметно взволнованный Сано делится, что у него нет приятных воспоминаний о Леве из-за зависти, и советует Проте быть очень осторожным с этим человеком. После этого Прата еще раз извиняется перед Крэнксом за то, что не смог спасти Лича. Затем он говорит ему, что восхищается талантом Лича с Евой и его сервамом. Услышав это, Крэнкс отвечает, что если бы Лич присутствовал, ему бы не понравилось, если бы я упомянул слово «талант», поскольку он считает, что чего-то достигает не талант, а воображение и усилие. Позже мы увидим, как Прата едет в метро рядом с Куро в поисках магазина торговца антиквариатом. Внезапно появляется лиса, похожая на Цубаки, явно ищущая своего подкласса. Заметив, что его подчиненного нет с ним, решает взорвать фургон, в котором едет Прата. Узнав о его намерениях, Прата выбегает из вагона только для того, чтобы обнаружить, что то, что он только что пережил, было иллюзией, созданной Цубаки. Мы также обнаруживаем, что Прата был не единственным человеком, на которого напал Цубаки, но и преследовал других. В конце концов, Прата оказывается в антикварном магазине, где его встречает странный человек, который изготавливает всевозможные артефакты. Ученый, заметив его присутствие, замечает ему, что Микуни в данный момент там нет. Заметив фамильярность, с которой он говорит о Микуне, Прата интуитивно чувствует, что они друзья. Однако ученый выражает недовольство и дает ему понять, что он всего лишь сотрудник. Затем ученый спрашивает Прата, каковы его отношения с Микуни. Тогда Прата отвечает, что его зовут Махиру, и что он всего лишь знакомый. Услышав его имя, ученый сразу узнает его и понимает, что это избавляет его от лени. Однако ученый несколько невежественен и не может вспомнить его имени, поэтому он решает, что лучше всего будет пометить лоб Протона его именем, чтобы убедиться, что он не сможет его забыть. После этого ученый раскрывает ему свое имя, которым будет Йоханнес Мимир, и объясняет, что он специализируется на исследованиях наблюдателя. Как раз в этот момент Микуни приходит в магазин и пинает ученого за то, что он рылся в его вещах. Наблюдая за поведением Микуни, Прата называет его по имени, из-за чего Либе от зависти становится неловко, поскольку он не открыл ей вашу личность. К тому же в этот момент он признается ей, что он брат Мизона. Узнав об этом, Прата шокирован, поскольку у Мизона, похоже, не очень хорошие отношения со своим братом. Затем Йоханнес просит Проту показать ему своего слугу, чтобы он мог его изучить, и с удивлением обнаруживает, что Куру превратился в хрустальный шар.
Она внезапно заталкивает его в свою лабораторию и начинает задавать ему серию вопросов о его теле. Однако Прата просит его перестать тратить на него время и сосредоточиться на осмотре Куро. В этот момент вмешивается Микуна и комментирует ему, что состояние Куро может быть больше связано с состоянием, чем он себе представляет. А затем спрашивает его, что он планирует делать с Тецубаки в следующий раз, когда-нибудь у меня будет это перед ним. Но у Эль Прата нет никаких скрытых намерений противостоять Тецубаки, поэтому он не знает, что ему ответить. Тогда Микуни показывает ему, что есть вещи, которые он должен понимать как Иби о существе Бам. Затем он объясняет ему, что вампиры по своей природе бессмертны, но есть разные способы покончить с ними. В случае с подклассами их можно победить, если сервам выпьет их кровь, в то время как у сервамов есть слабое место, напрямую связанное с их Иви. Когда Иви заключает контракт с сервамом, тот дает ему имя и объект, который их объединяет. Если кто-то уничтожит этот объект, сервам можно будет победить. Услышав это, Прата отвечает ему, что все, чего он хочет, это знать, как вернуть Куро в его нормальное состояние. Тогда ученый объясняет ему, что серваны вызывают всевозможные неизвестные явления, но он никогда не предполагал, что у него будет возможность поэкспериментировать с одним из самых могущественных. Затем он предлагает напиток Протону, который доверчиво берет его, но тут же падает на землю. Вскоре он узнает об этом инциденте и позволяет Протону проникнуть в сознание Куро. С другой стороны, Цубаки не может найти своего подкласса, поэтому он решает сам отправиться на его поиски. Увидев это, его подчиненные забеспокоились и предложили выполнить эту работу вместо него, но Тецуки отказывается и приказывает им остаться, чтобы защитить здание. Позже мы видим, что ребята обнаружили местонахождение оперативного центра Тецуки. Они решают проникнуть внутрь. Там Кранцу удается забронировать номер на 41 этаже, и они передают ему ключ от Мисона, чтобы он выяснил, где находится Личи Жадность. Однако Мисона в конечном итоге встречает Сакуяна в лифте, и тот узнает его по его маскировке. Во время смены сцены мы видим подкласс Жадности, все в костюмах рыб, встречающих Тецубаки в лесу. Он сразу спрашивает ее о местонахождении Жадности. Тогда Тецубаки удивляется, услышав такой серьезный голос, исходящий от такой хрупкой фигуры. После этого Тецубаки показывает Гилу несколько ключей, предполагая, что они могут быть связаны с местонахождением Жадности. Затем Гил признается ему, что его не отпустят, пока он не раскроет местонахождение Жадности, и кроме того его класс не окажется внутри этого одного из костюмов. Услышав это, Тецубаки пытается определить, в каком из костюмов находится его подчиненный, но костюмы настолько толстые, что ему ничего не удается обнаружить. Впоследствии мы видим, что Сакуя подставил Мизона, и он признается ему, что план всегда заключался в том, чтобы он ушел из гордости, чтобы она могла его уничтожить. Осознавая это, Мизона чувствует себя беспомощным из-за того, что так легко попался в такую ловушку. Позже мы узнаем, что Тацу и Хук находятся наверху, где его ждут несколько самых могущественных подклассов Цубаки, чтобы сразиться с ними. Однако Крюк не проявляет страха перед ситуацией и, как видно, полностью уверен в своей способности противостоять всем. Тем временем мы видим, что Жадность не может перестать думать о Личе и задается вопросом, перешел ли он уже к лучшей жизни. Он внезапно слышит голос Лича и думает, что это потому, что их умы связаны, и что теперь он может слышать его из загробной жизни. Тем не менее, Лич находится по другую сторону стены, и когда он начинает яростно спорить, в конечном итоге он проходит сквозь разделяющую его стену, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. После этого мы видим, что Прата вошел в подсознание Куро и упал посреди пустыни. Он немедленно отправляется на поиски Куро, но появляется тряпичная кукла, хранящая его силу, которая говорит ему, что Куро не хочет его видеть в данный момент. Несмотря на это, Прата не сдается и продолжает бродить по пустыне, пока его ноги не ослабевают, и падает на землю. Он внезапно слышит звон колокольчика, исходящий из-под земли, и в этот момент он вспоминает совет Лича, который он дал ему до того, как его похитили. И ему приходит в голову: нарисуйте на полу дверь, которая приведет вас к лестнице. После некоторого спуска Эль Прата встречает тряпичную куклу, которая приглашает его войти в сувенирную лавку. Здесь нам показывают то время, когда 7 сервов собрались, чтобы решить, что делать с приказом, отданным Тройкой, который заключается в том, чтобы покончить с этим со своим создателем, поскольку он представлял потенциальную опасность для человечества. Причина этого решения заключалась в том, что если бы мне удалось создать больше монстров с помощью сервамов, разразился бы довольно неудержимый хаос. Однако решение принять его просьбу или отклонить ее было разделено между братьями, поэтому окончательное решение должен был принять старший брат. Поэтому Лени сообщает ему, что он позаботится о том, чтобы покончить со своим создателем. Услышав это, алчность теряет над собой контроль и ругает его за то, что он собирается
собирается сделать. После этого Прата наблюдает, как Куро подходит к двери своего создателя и что-то ему говорит, но ему не удается расслышать его слова. Как раз в тот момент, когда он собирается стать свидетелем того, что должно произойти, ветки закрывают его глаза и мешают ему увидеть, что должно произойти. В этот момент я больше всего исцеляю тебя, разочаровывая Прата. Позже, когда придет время действовать, ни один сервом не остановит его, так что ты тоже не имеешь права его винить. Оттуда каждый серв идет своим путем, и вы больше никогда не встретитесь. Внезапно Прата появляется в комнате, полной комнат с дверными замками. Удивленный хранитель силы Куро говорит ему, что он не думал, что зайдет так далеко, но просит его вернуться, так как на самом деле Куро не хочет его видеть. Однако Прата решает последовать за Куро и проникнуть в то место, где он спрятан. Там он обнаруживает, что Куро испытывает угрызение совести и неуверенность в том, что он сделал в прошлом, и ищет кого-нибудь, кто подтвердит ему, что он не ошибся. Услышав это, Прата поддерживает его и говорит, что если кто-то так думает о нем, то этот кто-то такой же, и что он должен учиться, чтобы справиться с болью прошлого. Он также заверяет ее, что всегда будет рядом с ней, чтобы оказать ей поддержку. Эти слова успокаивают сердце Куро, которое превращается в маленькую и уязвимую кошку. Затем он берет его на руки и говорит, что ненавидит осложнения и что именно поэтому он выбрал кошку в качестве компаньона. Так что отныне я тоже могу называть его по имени, когда мне понадобится помощь. Во время смены сцены мы узнаем прошлое жадности и узнаем, что до Лича у него была Ева, которая была на вершине шоу-бизнеса. Однако она хотела скрыть жадность и старалась держаться от него как можно дальше. Вот почему жадность предупреждает его, что они не могут быть слишком далеки друг от друга, и просит его остерегаться возможных несчастных случаев. Однажды, когда его бывшая Иви собиралась на фортепианный концерт, жадность впервые обнаружила уникальное существование Лича. Однако вскоре после этого увидел новость о том, что его Иви погибла в результате трагической аварии. Позже мы видим, что Лич явно расстроен из-за жадности. Он указывает ему, что он не знает, что такое бессмертие, но единственное, в чем он уверен, это то, что его долг покончить с ним одним способом раз и навсегда. Столкнувшись с этим, жадность отвечает ему, что если это так, то он должен покончить с ним, прежде чем он станет угрозой. В конце концов, это напоминает ему, что для мира его жизнь так же ничтожна, как и жизнь любого другого человека. Услышав это, Лич возражает ему, чтобы он не опускал его до своего уровня. Впоследствии мы видим, что Хью и остальные испытывают дрожь из-за ссоры между Личом и жадностью. Затем мы продолжаем битву и замечаем, что жадность чувствует себя все более и более уставшим, что заставляет предположить, что Лич должно быть в худшем состоянии. Однако Лич бьет его по лицу и, видя, что Коди серьезно ранен, советует ему остановиться, прежде чем он поранится даже больше. Тогда он отвечает ему, что это именно его проблема, что он всегда думал о нем, не прилагая усилий, чтобы двигаться вперед, и это из-за него, что явно его презирает. Услышав это, жадность говорит ему о том, что в этом мире все просто второстепенны в романе. Тем не менее, Лич объясняет ему, что это неправда, или по крайней мере так было до тех пор, пока он его не встретил, поскольку он всегда говорит глупости. И в довершение всего у него даже нет имени. Следовательно, Лич напоминает ему о том, что истинная ценность человека заключается в его усилиях, и что он ни к чему не стремится, поэтому он не имеет права говорить о себе буквально. В этот момент терпение жадности достигает предела и, наконец, взрывается, выплескивая на Ли всю свою неуверенность. Затем мы переносимся в воспоминания, где жадность мирно жила вместе со своей Евой по имени Офелия, принцессой из далекого королевства. Однажды они получают известие, что на границах королевства разразится война, и что как принцесса Офелия она должна выйти замуж, чтобы заключить союз с соседней страной. Вот почему жадность предлагает ей сбежать от всего этого и осуществить свои мечты. Однако она не хочет убегать, а хочет стать символом мира для двух королевств. Вот почему с этого момента ему придется скрывать свою истинную личность вампира, чтобы он мог оставаться рядом с ней. Со временем принцесса отпраздновала свою свадьбу, но через некоторое время королевство подверглось нападению со стороны ее собственного отца, и высшее командование решило казнить указанную принцессу. Узнав об этом, алчность бежит ей навстречу, чтобы убедить ее сбежать. Однако у Офелии другие планы, поэтому она и не думает убегать, а скорее хочет принести мир обеих наций своей жертвой. Поэтому принцессу казнят, в то время как жадность остается в одиночестве, охраняя возвышающуюся статую своей чести как символ мира между двумя странами. Однажды его брат Прайд прибывает туда, где он находится, и сообщает ему, что его вызвали трое, так что Леня остается одна. Вы хотите знать мнение каждого. В
В тот самый день алчность воссоединяется со своими братьями и сестрами, которые принимают самое трудное решение в своей жизни. Решение, которое станет причиной ненависти алчности к его старшему брату. Когда я вернулся во Второе Царство, там стояла статуя Офелии. Жадность вызывает душераздирающий шок от того, что оба королевства были поглощены более крупной империей, и не осталось и следа от того, за что так боролась его возлюбленная Офелия. Опустошенный и бесцельный, с жадностью начинает бродить по миру, не имея ни цели, ни надежды в человечестве. Тут мы понимаем, что с жадностью он показывает свои воспоминания Личу, но его, похоже, не волнует то, чему он только что стал свидетелем. Тогда он говорит ему сесть, потому что теперь его очередь устраивать шоу. Видя, что Ли собирается играть на пианино, с жадностью просит его исполнить веселую песню. Однако Ли отвечает ему, что восприятие музыки зависит исключительно от того, кто ее слушает. Затем он объясняет ему, что мелодия, которую он собирается исполнить, взята из известной истории о мужчине, который влюбился в женщину из высшего общества, недоступную для него. Услышав первые ноты этой песни, алчность понимает, что это очень грустная пьеса. Однако Лич объясняет ей, что это не так, что грусть ощущается в музыке, которая принадлежит ему самому. Затем Лис говорит ему, что в то время он, должно быть, раньше осознал свои чувства и сделал ставку на что-то гораздо большее. Именно в этот момент жадность понимает, что он, должно быть, мечтал достичь идеала, которого желала Офелия так же сильно, как и он сам. Что бы он сделал? Тогда Лич предлагает ему слова ободрения, убеждая его сделать первый шаг к представлению другого будущего. В этот момент жадность понимает, что он не может позволить Лис закончить свое существование таким пустым и бессмысленным образом в этом пустынном месте. И поэтому с этого момента он будет жить, как он должен, и выйдет в свет, чтобы осуществить свои мечты, чтобы доказать Офелии, что больше никогда и никому не сдастся. С этой решимостью Лич подписывает официальный контракт с алчностью, и вместе они покидают место, где их держали в плену. Однако Игон уже ждал его снаружи, готовый встретиться с ними лицом к лицу. Жадность неоднократно нападает на него, но не может нанести ни одного точного удара из-за способности Игана. В этот момент Лиш говорит ему, что он бесполезен, поскольку я предупреждал его, что Игон атакует огнем. Услышав это, с жадностью отвечает ему, что он никогда ничего ему об этом не говорил. Затем Лич приказывает ему отойти в сторону и начинает прямую атаку на Игана. Внезапно позиции жадности и Лича меняются местами, оставляя Игана в невыгодном положении. Воспользовавшись спором, наносит ему удар, который отбрасывает его к стене. Они повторяют эту стратегию несколько раз, пока Игану не удается дотянуться до Лича и взять немного крови, которая у него на лице. В этот момент Лич готовится нанести удар, но вместо этого наблюдает, как Иган пьет его кровь, что явно умножает его силу, таким образом, что он теряет контроль над собой. Пусть результирующая силовая волна подбросит Личи в воздух от жадности. С другой стороны, Сакуя рассказывает Мидзоне и Тацубаки, что она научила их, как победить существо вамп. Поэтому они знают, что, уничтожив предмет своего Иби, который она ему подарила, они также могут автоматически уничтожить его. Затем Сакуя направляется прямо к часам, висящим на шее Лили, и использует меч, подаренный ей Тёцубаки, который сводит на нет силы сервампов. Видя, что Лили в невыгодном положении, Мизона заботится о нем, но Сакуя мешает им снова встретиться. В этот момент прибывают Микуни и сервом зависти, чтобы спасти его. Тогда Микуни говорит Мизона присоединиться к остальным, пока он заботится о Сакуё. Вот мы и видим в этой ситуации, что Мизона это не очень нравится, но он вынужден делать то, что ему говорит его брат. Во время смены сцены Тацу и Хук противостоят Белки, которая уклоняется от его атаки и в конечном итоге запирает Крюка в одной из своих магических коробок. Как раз в этот момент Мизона прибывает на место происшествия и спрашивает Тацу, что случилось. Тацу отвечает, что он не знает как, но Крюк исчез, а затем Мизона требует, чтобы Белки сказал ему, где находится Крюк, но тот отвечает ему, что магия должна быть магией, как только она исчезнет. Они знают трюк. После этого подчиненные Цубаки противостоят Тацу, который спрашивает Мисона, что ему делать сейчас. Как раз в тот момент, когда Мисона собирается сказать ему, что им лучше отступить, появляется Прота верхом на гигантском льве, который оказывается чистым. Затем Прота противостоит подчиненным Цубаки, и остальные поражены тем, насколько сильным он стал. Впоследствии Игон понимает, что его товарищи загоняет в угол только что появившийся гигантский лев, поэтому они решают, что пришло время покончить с ним они.
Услышав, что Куро вернулся в свою первоначальную форму, жадность набирается смелости и пытается атаковать Игана. Но тот наносит ему удар в живот, от которого у него перехватывает дыхание. Немедленно схвати Лича за волосы и посоветуй ему оставаться спокойным, иначе он покончит со своей Иви. В этом случае он тушит одну из своих сигарет на шее Лича и напоминает ему, что человеческие жизни очень быстротечны. После чего он комментирует ему, что до того, как Цубаки вошел в его жизнь, он бессмысленно бродил по миру, причиняя вред другим. Но с тех пор, как Цубаки появился в его жизни, он не видит смысла причинять вред другим. Он взял под свой контроль свои решения. Он может убивать без каких-либо угрызений совести, потому что он просто выполняет приказы. Услышав это, Лич говорит ему перестать скрывать свою развращенность за фасадом самопожертвования перед Цубаки. Когда он говорит ему это, Лич своей кровью рисует пианино на его предплечье и играет ноту, которая грохочет внутри тела Игана. Это ошеломляет его, и жадность использует эту возможность, чтобы покончить с этим. Впоследствии Лиззи и остальные собираются, чтобы переосмыслить свои идеи, и обнаруживают, что Лил всегда была в гробу, который несет Тацу. К тому же они до сих пор не знают, где находится Хью, что явно очень беспокоит Тацу. После этого Куро пользуется моментом, чтобы поблагодарить жадность за то, что она так и не простила его, поскольку благодаря этому он смог преодолеть мучившее его сожаление. Тогда жадность говорит ему, что бесполезно говорить о прошлом, так как у него есть дела. Впоследствии Прота спрашивает жадность, есть ли у него теперь имя, на что он застенчиво реагирует, и говорит ему, что он может продолжать называть его жадностью, поскольку если Лич подслушает их разговор, он не будет возражать. Он будет расстроен. Прота предлагает тебе назвать свое имя сейчас, иначе позже это будет более неловко. Услышав это, жадность показывает ему, что у него есть ожерелье с выгравированным на нем его новым именем Хайд. Из-за этого Куро насмехается над ним и говорит, что это импровизированный подарок. Сразу после этого Хайд отвечает ему, что не хочет ничего слышать от того, кто получил случайный звонок. В этот момент все смеются от счастья, пока Сирень, наблюдавшая за этой сценой издалека, не срывает с него ошейник и не говорит ему, что он не заслуживает улыбки, так как в конце концов он кончил со своими друзьями и он никогда этого себе не простит. Внезапно Цубаки прибывает на место и воссоединяется с Сиренью, которая просит его оставить это ожерелье в ее руках. В этот момент Лич пытается противостоять Цубаки, но жадность останавливает его, так как он сам на собственном опыте убедился, что это великая сила меланхолии. Вот почему он поручает Куро задачу вернуть его сокровища. Затем Тацу спрашивает Цубаки, где Хук, на что тот объясняет, что магия белки — это способность, которая телепортирует кого-то в ящик его сверстника. Таким образом, он заставил Червама гордости добраться туда, где он есть. Однако он не раскрывает ей, что сделал это с Хьюгом. В этот момент главный герой спрашивает его, какова его цель во всем, что он делает. Тогда он отвечает ему, что хочет исполнить желание своего учителя и навести порядок в мире, который он оставил после себя. Он также показывает ему, что это единственный инструмент, способный уничтожить сервампов. Он внезапно подбрасывает в воздух ошейник жадности и разрезает его пополам. И в то же время мы видим, что Хайд ранен, и в нем поднимается сильный ветер, превращающийся в бурю. Тем временем Лич изо всех сил пытается добраться туда, где он находится. Куро немедленно вступает в драку с Цубаки, чтобы помешать ему продолжать причинять вред жадности. В этот момент меланхолия замечает ему, что в то время Куро был единственным, с кем встречался его учитель. Поэтому она хочет знать, разговаривает ли он с ним. Тем не менее, он никогда не слышал о нем, и он также хотел бы знать, какова была его цель при создании 8-го из сервамп. Услышав это, Цубаки говорит ему, что он должен был спросить своего создателя, когда у него была такая возможность. С другой стороны, мы видим, что Личу наконец удалось добраться туда, где находится жадность, который находится в форме дикобраза и берет его на руки, чтобы покинуть это место. Там мы видим, что Тацу и остальные тоже делают то же самое, за исключением главного героя, который решает отправиться на поиски Куро. Впоследствии мы замечаем, что Куро пытается поступить иначе, чем в то время, потому что он сожалеет о том, что сделал со своим создателем. Вот почему он говорит Цубаки, что хочет понять, почему он все это делает, потому что они должны не ссориться, а разговаривать. Однако Цубаки говорит ему, что ему больше нечего с ним говорить, и он поглощает энергию, которая вытеснила жадность, чтобы затем распространить ее по всему городу. Там мы видим, как множество шипов падает на улице, если все люди могут это видеть. И пока Прота ищет, Куро встречает Микуни, который говорит ему, чтобы он оставил эту проблему на усмотрение Лени, поскольку отныне единственное, что ему остается, это ждать, пока Прота вернется. Пусть битва закончится. Тем не менее, Прота не согласен с этой мыслью, потому что сервы товарищи Эби, и это их долг даже перед ним. Услышав это, Микуни задумывается и отпускает его. Мы наконец видим, что Цубаки загнал Куро в угол,
но внезапно появляется Прота, чтобы помешать ему продолжать причинять ему боль. Поэтому тет Цубаки сосредотачивается на уничтожении Проты, и при виде этого инстинкты Куро расцветают, и он превращается в гигантского льва. Затем они показывают нам, что мальчики все еще пытаются выбраться из здания, когда на Лича падает огромный камень. Мы внезапно видим, что организация S3 находится на месте, чтобы спасти его, не давая Личу быть раздавленным. Они также показывают нам, что вся территория окружена колдунами S3. Затем Тацу удается воссоединиться с Крюком, но тот без сознания. В то же время Сакуя спешит к месту, где происходит весь этот бой. Куро загнал тет Цубаки в угол и собирается покончить с ним, но его останавливает Прота. Чтобы помешать его планам, тет Цубаки атакует Проту, но его останавливает Сакуя. Сакуя сразу признает, что никогда не сможет встать на чью-либо сторону, но он явно не хочет, чтобы Прота умер. Из-за этой ситуации тет Цубаки теряет контроль и начинает безостановочно смеяться, поэтому Куро решает, что пора покончить с ним. Однако Прота мешает ему измениться, что очень трогает тет Цубаки, и в этот момент в груди Куро открывается отверстие Цубаки, которое оказывается замком. В то же время оружие Проты превращается в ключ, и он решает вставить его, сразу же переносясь в очень давние воспоминания о Цубаки, где его можно увидеть задумчивым, думая о том, что его братья не пришли навестить его, и гадая, примут ли они его. Он часто видит, как его учитель инцестуозно пытается создать больше таких людей, как он, и задается вопросом, недостаточно ли его. Именно тогда однажды летним днем он увидел, что деревня горит в огне из-за его брата Лени, который убил его учитель, несмотря на то, что я издалека умоляю его, чтобы он вернулся. Не делайте этого. С того дня он решил следовать желаниям своего создателя, поскольку для Сервама меланхолии, доверие и доброта не имели никакого значения. Таким образом, он начал скитаться по миру и выбирать подклассы, которые могли бы помочь ему в его плане. И сразу воспоминания и реальность сливаются, и Цубаки может видеть Прота в образе крестьянина. Затем, когда он собирается прикончить Куро, он вытаскивает его оттуда, и меланхолия начинает бросать в них шипы дикобраза. Увидев это, Куро встает между главным героем и атаками и говорит ему отступать. Однако Маю решает остаться в стороне, отклоняя шипы, и в этот момент Куро не может не думать о людях, которые его окружают, которые доставляют ему больше хлопот. Но в глубине души заметно, что он не может не думать о людях, которые его окружают. Ему нравится иметь такого партнера, как он. Наконец-то ему удается добраться до того места, где находится тет Цубаки, но вместо того, чтобы ударить его, он обнимает его, отключая всю его защиту. После этого Прота возвращается к остальным, где Мизона встречает его с широкой улыбкой. И там мы видим, что тет Цубаки удалось сбежать из хаоса, и он взял с собой Сакую, которую исцелил от раны, полученной им от Прота. Придя в сознание, меланхолично просит его выслушать его последнее желание, которое состоит в том, чтобы сказать всем его подклассам, чтобы они жили свободно и забыли о нем, так как в конце концов это была просто личная проблема. Они наконец-то показывают нам, что жизнь сервов и ЦБ вернулась в нормальное русло. Они обнаруживают, что восстанавливаются после напряженной битвы, которую они вели против тет Цубаки. Дни конфликтов прошли, и теперь они сосредоточены на восстановлении и укреплении своих связей. Мир и спокойствие вернулись, позволяя им жить без постоянной угрозы, исходящей от тет Цубаки. У каждого из них свой собственный опыт, и знания, они смотрят за горизонт в надежде на лучшее будущее.